Итак, начинаем. Для узора набираем 34 воздушные петли. Петли не затягиваем, чтобы потом было удобно провязать узор. Первый ряд узора я буду провязывать не за вот эти вот задние перемычки, а как обычно за одну половинку петли, поскольку здесь у нас дальше будет обвязка сумки, то есть деталей. Столбик подъема состоит из 3 воздушных петель плюс 1 петля. И крючок вставляем 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю. Так, в 5-ю петлю делаем накид, вытягиваем высокую петлю, делаем еще накид, еще раз и еще один накид. Провязываем только эти накиды. Далее снова накид. Отступаем 2 петли. 1, 2 в 3-ю. 1, 2 в 3-ю. Снова вытягиваем. Три высокие петли. Вытащили. Провязали их. Теперь нужно нам объединить эти 2 пышных столбика. Соединили. Вот из таких пышных столбиков будет стоять у нас узор. 2 петли подъема. Простите, 2 петли воздушные. Далее накид в эту же петлю. Вытягиваем снова. Три петли. Провязываем эти 3 петли. Накид. Отступаем 2 петли в 3-ю. Снова пышный столбик из 3 вытянутых петель. И снова наши 3 петли на крючке провязываем вместе. Вот что должно получиться. Повторяем. 2 воздушные петли, уже провязанную петлю, откуда выходит пышный столбик, делаем еще один пышный столбик. Провязываем эти петли, отступаем внимательно, отступаем 2 петли, провязываем еще один столбик. 3 петли на крючке провязываем вместе. Так идем до конца. В конце я покажу, что мы делаем. Итак, довязали до конца ряда. И у нас предпоследняя наша пара из пышных столбиков связана. И должно остаться 3 воздушные петли. Делаем 2 воздушные петли и вяжем еще один пышный столбик. И в последнюю петлю пропускаем 2 в 3-ю, последнюю нашу петлю. Провязываем 2 пышный столбик. Соединяем. 1 воздушная петля. И в ту же петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот что у нас должно получиться. Поскольку здесь у нас нет такого установочного ряда, то пышные столбики мне сложно натянуть. Они такие более пухленькие, расслабленные, поскольку у нас вот эти вот петли, они сильно вытягиваются. Поэтому
Если хотите, можете сделать 2 ряда столбиков без накида, потому что у нас наш узор идет по лицевой стороне. Итак, мы переходим на следующий ряд. Следующий ряд 1 воздушная петля, и в каждый столбик, каждую петлю мы провязываем столбик без накида. У нас здесь было 2 воздушные петли, 2 столбика без накида. Соединение столбиков пышных мы провязываем 1 столбиком без накида. И так далее идем до конца ряда. В конце ряда мы провязали соединение наших 2 пышных столбиков. И не забывайте, мы в самом начале делали 1 воздушную петлю и 3 петли подъема. Третью петлю мы не забываем, провязываем тоже столбик без накида. Если вы проверите по этому ряду количество петель, у вас должно получиться 35. И не удивляйтесь, что у нас наборная цепочка была из 34 петель, а тут мы вышли на 35. У нас через 1 ряд снова мы выйдем наш узор на 34 петли. Третий ряд, 2 петли подъема, разворачиваем, и вот 1 столбик, который у нас тут был провязан над воздушной петлей, пропускаем и заходим, накид на крючок, заходим во 2 столбик, который у нас провязан над перекрещенными пышными столбиками, и делаем здесь пышный столбик. Подтягиваем его уже, чтобы он был красивым. Поскольку у нас здесь 2 воздушные петли, а должно быть 3, мы вот этим соединением формируем общую вершинку. То есть это 3-я петля относится к подъемному столбику и к вот этому пышному столбику. Далее 2 воздушные петли, снова в то же основание провязываем пышный столбик. Далее пропускаем 2 петли, 1, 2, в 3-ю, а она у нас как раз над вершинкой, провязываем пышный столбик. В этом ряду у нас меняется вершинка, сдвигается, то есть основание наших пышных столбиков приходится на вершинки соединения 2 пышных столбиков предыдущего ряда. И так будет у нас повторяться. Следующий ряд у нас будет повторяться таким же, как и первый. Так, идем дальше. Не забываем подтягивать все петли на крючке. Если где-то расслаблено, лучше перевязать. Извините за этот шум из окна. Немного жарко, я не могу закрыть окно, потому что соседи там могут шепотом разговаривать. Слышно на всю окрестность. Так. Еще раз. В основании уже провязанного столбика пышного провязываем 1 столбик, пропускаем 2 петли в 3-ю. Еще 1 столбик. Соединили все 3 петли вместе. Так идем до конца. В конце встретимся. Итак, мы дошли до конца ряда, провязали наши соединенные одной вершинкой пары пышных столбиков. И у нас остается, как мы видим, всего 2 петли внизу. Мы провязываем 2 воздушные петли. Снова в основании пышный столбик. Так, дело где-то. И в последнюю петлю провязываем столбик без накида. И таким образом. Далее воздушная петля.
Начинаем провязывать наш ряд столбиков без накида. Первую же петлю столбик, далее 2 столбика, верхушку 1, 2 столбика, верхушку 1, 2 столбика, и так идем до конца ряда. В конце мы провязываем 2 воздушные петли 2 столбиками и вершинка соединения пышного столбика и столбика подъема 1 столбиком. И мы снова вышли на наши 34 петли. Снова повторяем первый ряд. 3 петли подъема, 1 воздушная петля. Сразу же в основании этого столбика подъемного провязываем пышный столбик. Далее пропускаем 2 петли, мы оказываемся над вершинкой, вяжем второй пышный столбик, соединяем вместе. 2 воздушные петли в основании, две пропускаем, снова мы оказываемся над верхушкой соединения пышных столбиков предыдущего ряда, куда мы снова провязываем пышный столбик, делаем их соединение, 2 воздушные петли. Так мы идем до конца ряда, то есть мы повторяем наш первый ряд. Так, мы дошли до конца ряда, и как в первом ряду у нас остается 3 петли. Снова провязываем 2 воздушные петли в основании, пышный столбик, так, и в третью петлю, 2 пропустили, в третью петлю еще 1, так, не попало, еще 1 пышный столбик, соединили, 1 петля воздушная, в основании столбик с накидом, петля подъема, и снова в каждую петлю провязываем столбики без накида. В конце ряда мы провязываем столбик над соединением вот 2 пышных столбиков. Затем у нас была там воздушная петля, мы 1 столбик провязываем. И вот у нас выходит подъемный столбик 1, 2, 3, в третью воздушную петлю провязываем последний столбик без накида. Так, это у нас изнанка. Далее 2 воздушные петли, мы переходим на, какой у нас здесь уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 ряд. Но я эти промежуточные ряды не считаю, считаю ряды узора. У нас будет 4 сейчас идти ряд узора. Вот он, идентичный нашему 2 ряду. Всего мы таких узоров для нашей сумочки провяжем 5. Итак, провязан наш 5-й ряд узора из пышных столбиков. И теперь нам нужно сделать закругление. Как я это предлагаю сделать? Мы закончили рядом, который у нас был узор в 1 и 3 ряду, значит у нас сейчас узор как во 2 и 4. То есть начинаем с 2 петель подъема, разворачиваем вязание, 1 петлю пропускаем во 2 пышный столбик, соединяем 2 петли в 1, сделали соединение, далее 2 петли подъема,
извините, воздушной петли в основании. Еще один пышный столбик, через 2 петли еще один пышный столбик, соединили, 1 воздушная петля, снова в основании столбик. Значит, здесь мы сделаем соединение, 2 воздушные петли, 2 пропустили и столбик без накида вот сюда, 3-ю петлю. Вот что у нас получилось. Далее мы провязываем в каждый столбик по 1 столбику без накида. Можно даже соединительными. Давайте попробуем соединительными столбиками. Мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Это у нас уже столбик без накида. Теперь до конца у нас 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот как хорошо считать всегда. Итак, как и с этой стороны. 2 воздушные петли. Через 2 столбика у нас идет пышный столбик. Прямо мы так его соединим. Далее 1 воздушная петля в это же основание. Еще провязываем пышный столбик. Через 2 снова пышный столбик. Соединяем, 2 воздушные петли в основании столбик, и в конце столбик с одним накидом. Вот такое вот закругление у нас получается. Дальше мы делаем ряд столбиков без накида. Всего нам нужно провязать 4 столбика без накида. 1, 2, 3. И мы оказываемся над верхушкой. 4. 2 петли подъема. Как видите, мы разделили здесь вязание, сюда будем присоединяться новой ниточкой. Мы пока завершаем этот уголок. 2 петли подъема. В основании столбик из 2 петель. Еще раз. Хотя можете сделать из 3, но я делаю из 2 накидов. Так. Пропускаем 2 петли и провязываем полустолбик с накидом. Вот что у нас получается. Теперь нужно завершить аналогично зеркально на этой стороне. Поэтому нам нужно взять новую ниточку, и вершинку, присоединиться в эту вершинку. Таким образом. Так, сюда же провязываем 1 столбик без накида. Далее 2 столбика. И вершинку. Последний 4. Так, 4 столбика провязали.
Далее 1 воздушная петля, через 2 петли пышный столбик из 2 накидов. Вот так мы сформировали здесь 2 воздушные петли подъема и пышный столбик. Далее 2 воздушные петли кромочные соединительным столбиком в основании пышного столбика. Вот такой вот уголок у нас должен получиться. Ниточку оставляем. И я предлагаю, вот сейчас нам вот этот вот край нужно обвязать и немножко подтянуть. Так, вершинку столбик без накида. Здесь у нас была 1 воздушная петля, 1 столбик без накида, снова вершинка, 1 столбик. Далее под аркой из 2 воздушных петель я провязываю 1 столбик. Далее у нас идет столбик без накида, в основании провязываю. Далее по 1 столбику идем. Каждую петлю. Ну вот мы провязали после этого столбика без накида, который мы захватили в основании, провязали еще 3 столбика. Вот мы над вершинкой. Теперь вот такие вот 1 арка, 2, 3, 4. Вот эти вот петли, не включая вот эту вершинку, мы провязываем, захватывая полностью. Нужно хорошенько тут расправить рафию, чтобы она перекрыла столбики этого ряда столбиков без накида и соединительных столбиков, чтобы у нас здесь не было сильно большого нагромождения рядов, но при этом была обвязка. Так, и еще. Да, у нас 1, 2, 3. Вот эту вот еще арочку обвязываем над верхушкой. Мы уже идем просто захватывая соединительный столбик. То же самое делаем еще 2 раза. Дошли до нашего столбика без накида в основании. Далее 1 столбик, верхушка, воздушная петля, верхушка. Далее у нас 2 воздушные петли, провязываем 2 столбиками. Так, эту ниточку пока не зафиксируйте, чтобы она не выскочила. Так, я маркеры использую. А сейчас вот этой ниточкой, которая у нас здесь осталась, мы сделаем обвязку. Так, вот этот хвостик я убираю. Так, здесь у нас был столбик, полстолбик с накидом, 2 столбика провязываем, столбик, в ряд столбиков без накида провязываем 1 столбик,
Далее наши кромочные мы обвязываем 3 столбиками. И так идем до закругления, где мы сделаем прибавку. Дошли до закругления. Вот наша первая петля, куда мы провяжем 3 столбика. Я захвачу заодно кончик, немножко зафиксировать. Так, попробуем таким образом. В одно отверстие 3 столбика. Так, идем каждую петлю по одному столбику до следующего уголка. Дошли до последней петли наборного края нашего, наборной цепочки. Здесь мы тоже провязываем 3 столбика. Идем наверх в том же ритме. Кромочные обвязываем 3 столбиками без накида. Ряд столбиков без накида провязываем 1 столбиком без накида. Тогда дошли до верхушки. Вот наша еще часть довязывалась 2 воздушными петлями, провязываем 2 столбика без накида. Далее нам нужно выровнять еще этот край. Я провяжу вот верхушку соединения еще столбик без накида. Далее 2 столбика. Так, далее у нас было соединение. Мы пойдем сделаем столбик без накида. Еще 1 столбик без накида. До вот этого столбика провязать столбики без накида, затем пойти соединительными столбиками. Так и здесь проходим соединительными столбиками. Кстати, вот такие вот места, где видно петли другого ряда, я беру меньше крючок и вот так слегка подтягиваю под столбик, прячу. Так, вот, и ничего не заметно. Так, идем, продолжаем вязать столбиками соединительными, слегка подтягивая линию нашу. И теперь продолжаем столбики. Столбик с накидом.
Так, давайте завершим этот наш ряд. Провяжем здесь верхушку столбик. Еще один. И соединим. Так, здесь у нас так вот сформируется уголок. Так, мы здесь остановились. Дошли до вот этих двух столбиков, которыми мы обвязывали петли подъема. Здесь тоже у нас только одним рядом провязан этот край. И дальше мы уже пошли вторым рядом. Поэтому выше мы вязать не будем. Сделаем соединение соединительным столбиком. Вливаемся в эту линию. Можете что-то где-то убавлять, где-то подтягивать немножко столбиками, добавлять обвязку. То есть это на ваше усмотрение. Теперь нужно очень хорошо отпарить, и можно уже отрезать наши все ниточки.